Димаш Кудайберген вырос в музыкальной семье и получил классическое оперное образование. И я больше чем уверен, что в опере его ждала мировая слава, его ждал наверняка бы головокружительный успех. Но Димаш не пошел по этому пути. Он выбрал стиль кроссовер, классический кроссовер. Еще буквально 3 месяца назад я не знал, что это такое. И с появлением в моей жизни Димаша я волей-неволей начал музыкально образовываться. И мои познания в музыке стали расширяться, мои приоритеты в музыке стали расширяться, мои предпочтения изменились. Я стал больше слушать классическую музыку, хорошую, высокую музыку. Так что же такое кроссовер? Давайте попробуем вместе с вами разобраться. Классический кроссовер – это музыкальный стиль, представляющий собой сочетание элементов академической и поп- и рок-музыки. Ну, проще говоря, это музыка, в которой происходит смешение двух или более стилей. Считается, что зародилось это направление в районе 70-х годов прошлого столетия. Популярность группы Эмерсон, Лайк и Палмер возросла благодаря тому, что эти ребята использовали в своих рок-композициях классическую музыку. Вот давайте сейчас один из таких фрагментов мы посмотрим. Wipe away endless years, childhood fears as dry as stone. From seeds of confusion, illusions, dark blossoms have grown. Even now in furrows of sorrow, the doubt still is sown. My life's course is guided, decided by limits drawn. Интересно одевались, да, в 70-х годах? Так вот, эти ребята, например, в этой композиции, они сочетали рок-исполнение совместно сюиты Мусорского, картинки с выставки. Например, популярность группы Queen в том числе стала набирать популярность благодаря совместному дуэту с Монсеррат Кабалье, где они совместно исполнили песню «Барселона», которая потом стала гимном Олимпийских игр в Испании. Давайте тоже посмотрим, как это было. Все знаем эту композицию. This dream was me and you. I want all the world to see. Miracle sensation, my guide and inspiration. Now my dream is slowly coming true. Музыка на все времена, согласитесь. Квин, Фредди Меркьюри совершенно очевидно использовал этот стиль кроссовер для достижения своей популярности. Помимо него, конечно же, не обошлось и без тяжелой артиллерии, без рок-групп. В 80-е и 90-е годы тяжелый рок был очень популярен. И такие монстры, как Metallica, Scorpions, AC/DC использовали в своих выступлениях симфонический оркестр и сочетали тяжелую рок-музыку с классической академической музыкой. Так, это у нас Фредди Меркьюри.
Давайте посмотрим Металлику. О чем-то договариваются с дирижером. Хит всех времен и народов. Знаете, поймал сейчас себя на мысли, непременно должен прямо сейчас поделиться. Вот такое ощущение, что после знакомства с Димашем, Димаш как будто бы раскрыл мои музыкальные чакры. Я совершенно по-другому стал воспринимать музыку, я ее стал воспринимать глубже, я ее стал воспринимать более чувственно. И все вот эти композиции, которые, конечно же, мы все с вами слышали и не раз, и в молодости, и в зрелом возрасте, сейчас воспринимаются совершенно по-другому. Они воспринимаются глубже, более чувственно ты проникаешься музыкой. Это заслуга Димаша определенно. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trust in who you are. And nothing else matters. Так не хочется останавливать, но нам надо продолжать наш экскурс по истории возникновения классического кроссовера. Металлика, AC/DC, Scorpions. Давайте посмотрим Гарри Мура. Вот, например, выступление Гарри Мура тоже с оркестром. Потрясающее зрелище. И тоже потрясающая песня. I remember Paris, 49, Champs-Élysées, Saint-Michel and Old Beaujolais wine. I recall that you were mine in those Parisian days. Вот эти соло на гитаре, по-моему, невозможно спутать с кем-либо еще. Гарри Мур — это, конечно, легенда. Легенда гитары, можно так, наверное, сказать. Scorpions. К Scorpions у меня вообще отдельная история. Давайте сейчас посмотрим этот фрагмент, и я вам расскажу об этой группе. And it's time to win back your love again. I will be there. I will be there. Love, only love can bring back your love someday. I will be there.
как скрипка дополняет композицию. Fight, baby, fight to win back your love again. I will be there. I will be there. Long, on and on. Все-таки как здорово гармонируют классические инструменты с современными рок-инструментами, гитарой, барабаном. Очень здорово, классное сочетание. Эти ребята делают современную музыку, они как раз создавали этот стиль кроссовер. Двигаемся дальше. Нет ни одного более-менее известного исполнителя или группы, мировой группы, которые не пробовали себя в этом стиле. И, конечно же, про Scorpions я хочу вам рассказать про Scorpions. В 80-е годы, когда я был подростком, и рок-группы были очень популярны, и они были в СССР очень популярны. Мы тайком переписывали друг другу эти кассеты, мотали карандашом, затирали их до дыр эту пленку. И вот мы однажды с друзьями собрались и решили разделить, кто будет какой группой фанатеть. Оззи Осборн, AC/DC, Metallica, Crocus, Deep Purple, Def Leppard, Scorpions. И мне достался Scorpions. И это, конечно, подарок, был настоящий подарок судьбы, потому что Scorpions мне, моей натуре на тот момент, да и сейчас подходил и подходит очень хорошо. Тяжести в их исполнении совсем немного. Очень много лирических, классических таких мелодичных баллад, рок-баллад. Это как раз очень хорошо мне заходило. И в моей памяти всегда останется вот эти фрагменты. В далеком 1993 году, когда я месяц жил в Париже, я купил себе кассетный плеер. Такой, помните, еще кассета вставлялась, такие наушники были поролоновые. И каждый раз, как я путешествовал по Парижу, ехал в метро или где-то прогуливался по парку, я всегда слушал этот кассетный плеер. И, конечно же, в наушниках звучал Scorpions. И каждый раз, когда я слышу вот эти мелодии, вот этот голос, моя память меня возвращает в те далекие годы во Францию, в Париж. Вот такая ностальгия. А группа Nightwish, вот это сочетание рока и оперного пения, это просто потрясающе. Давайте посмотрим фрагмент. Фрагмент Nightwish, Sleeping Sun. Эта музыка продирает до мурашек, как и Димаш. Такое ощущение, как будто правда восприятие музыки стало совсем другое за это время. Я продолжаю слушать много музыки, конечно же, каждый день я слушаю Димаша, но тем не менее я как был всеядный в музыке, так им и остался. Я могу слушать совершенно разную музыку, вот от рока, от Nightwish до даже каких-то там попсовых вещей.
Итак, продолжаю историю дальше. В том числе, помимо что эстрадные поп-исполнители пробовали себя в классическом кроссовере, сочетать современную поп-рок-музыку с классикой, с академической музыкой, также и классические оперные певцы пробовали и продолжают пробовать себя в этом стиле. И настоящую мировую славу классическому современному кроссоверу принесло трио теноров Пласидо Доминго, Хосе Каррерас и, конечно же, Лучано Паваротти. И они еще начиная с 90-го года, впервые выступив на чемпионате мира по футболу, это трио прогастролировало по всему миру в течение, по-моему, 15 лет. Настолько был успешен этот проект, они исполняли как классические оперные вещи, так и современные поп-композиции. И вот, например, одна из их хитовых песен, это была песня «О Соле Мио». Мы, конечно же, все ее знаем, давайте сейчас посмотрим и окунемся в прошлое. Красавцы, ребята. Потрясающие ребята. С большим удовольствием слушаю эту композицию. Так вот, они прогастролировали по всему миру, и где как раз собрали просто невероятные аудиторию, невероятные сборы, и очень много занимались благотворительностью. И вот именно эти ребята принесли по-настоящему мировую славу современному кроссоверу. Андреа Бочелли, итальянский певец, оперный певец, также внес очень большой вклад в развитие современного кроссовера, и он очень часто исполняет современные хиты, используя как раз смешение вот этих двух стилей. Давайте, конечно же, на него тоже посмотрим. Bésame, Bésame mucho. bésame mucho, Красавец. como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, Так хочется подпевать. Скажите. que tengo miedo a perderte, perderte después. Потрясающее, конечно, исполнение. Так что же происходит? Почему стали смешиваться эти стили? Почему музыка революционирует таким образом? Давайте попробуем заглянуть в историю еще поглубже. Где-то в 20-е и 30-е годы прошлого столетия, когда рос технологический прогресс, и появилось радио, и появились радиоточки, и когда случился момент, когда музыка стала доступна всем, когда музыка стала доступна миллионам, и если раньше классическую музыку слушал только определенный круг людей, определенная элита, которая была вхожа в эти круги, имела возможность посещать оперные театры, то с появлением радио
абсолютно все, любой слой населения получил доступ к музыке. И рабочий, стоя у своего станка, целый день мог слушать классическую оперную музыку. И что произошло? Пошел рост популярности музыки, и интерес к музыке стал возрастать. А раз интерес к музыке стал возрастать, то неизбежно количество людей, вовлеченных в этот процесс, в музыку тоже стало увеличиваться, и опять пошло расслоение. Стала появляться музыка других жанров, более легких жанров, так называемая попсовая музыка, которую сейчас мы называем поп-музыкой. И опять началось расслоение музыкального общества. В академической музыке авторы искали новые, более сложные концепции, новые музыкальные языки. Творчество профессиональных композиторов снова стало удаляться от бытового слушателя, а между тем легкая музыка, музыкальная эстрада стала завоевывать все больше и больше количество людей. Особенно с появлением электронных инструментов, когда эти инструменты были способны выдавать готовые ритмы. И в этот момент, можно так выразиться, что музыка стала деградировать, когда музыкой она настолько попсовилась, что музыкой стали заниматься люди без всякого музыкального образования, без голоса и слуха, и порой это абсолютно не мешало им становиться очень популярными. А классическая академическая музыка опять стала камерной, опять стала интересна и доступна гораздо более узкому кругу слушателей, так как более легкие жанры стали завоевывать и собирать стадионы по всему миру. Но так ведь не могло долго продолжаться, согласитесь, потому что рано или поздно любая стагнация должна завершиться и должен начаться новый рост. И вот появление как раз этого стиля в 70-х годах, когда эти стили стали смешиваться естественным путем, и к нам опять стала возвращаться высокая музыка, не побоюсь этого слова, появился вот этот современный стиль кроссовер. И он сейчас завоевывает все больше и больше популярность, но при этом он является определенным фильтром для музыкантов. Вот одну интересную фразу обнаружил в интернете, сейчас попробую ее найти. Ведь сдерживающим фактором стиля кроссовер является необходимость высокого уровня образованности и таланта композиторов, аранжировщиков, музыкантов и вокалистов. Это совершенно очевидно, что уже попсовый исполнитель, который вся музыка создавалась на электронных инструментах и просто открывался рот под фонограмму, уже такой уровень, конечно, не потянет. Ну и возвращаемся к нашему герою Димашу Кудайбергену, который совершенно очевидно, этот парень взошел на кроссоверный трон, и я думаю, что он будет очень долго удерживать эту пальму первенства, потому что он задрал такой уровень, поднял такую планку, которая доселе была никому недоступна, и до сих пор на планете никто не может дотянуться до таких вокальных способностей, как есть у Димаша. И давайте мы что-нибудь обязательно из него посмотрим, но прежде чем мы посмотрим Димаша, как я мог забыть сказать о короле поп-музыки, который также использовал стиль кроссовер в своих исполнениях. И, например, вот эта вот очень уже легендарная известная песня «Земли», исполнена Майклом Джексоном как раз в современном классическом стиле кроссовер. What about sunrise? What about rain? What about all the things that
that you said we were to gain? What about killing fears? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Опять побежали мурашки по всему телу. Майкл Джексон, конечно же, использовал этот стиль и не в одной песне, и всегда эти песни становились хитами. И ну что, возвращаемся к Димашу, к его стилю. Давайте посмотрим одну из его композиций, где он как раз очень удачно совмещает разные стили. Спасибо. Attraverserai tradimenti e fedeltà, quasi negherai in un mare di bugie, poi arriverai dove il cuor ti porterà e per te sarà più bello che ci sia. Ti condanna e ti giustifica, travolgente e magnifica, croce ed inizio fine ed inizio è la passione tua. Quanta vita c'è dentro il gesto che farai, non voltarti se la paura chiamerà. Cosa vuoi ci sia, questa storia ti darà il dolore che più dolce che ci sia, ci sia. Ti condanna e ti giustifica, travolgente e magnifica, croce ed inizia fine ed inizio è la passione tua. Croce e delizia, 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 passione tua. Passione tua.
forserai tradimenti e fedeltà, quasi negherai in un mare di bugie, poi arriverai dove il cuore ti porterà e per te sarà più bello che ci sia. Ci Меня эта композиция постоянно вводит в какой-то ступор. Она меня вводит в такое состояние, после которого отходишь какое-то время. Вот такое ощущение, как будто бы ты увидел историю всего человечества. Историю, как человечество развивалось со всеми страстями, со всеми бедами и радостями. Вот такой мощный посыл энергии и информации Димаш несет в этой песне, что вот ты впадаешь в такое трансовое состояние. Ну что, вернемся к нашему стилю кроссовер, к нашей теме, о которой мы с вами сегодня разговариваем. Так, кто же Димаш? Король современного кроссовера? Или Димаш является создателем нового стиля в музыке, который несет новые стандарты и новые шаблоны? Ведь ту планку, которую он поднял, в настоящий момент времени не способен не то что преодолеть, даже удержать не способен ни один певец на этой планете. Диапазон Димаша охватывает 6 октав, 5 полутонов от А1 до Д8. Его диапазон простирается от верхней части басового регистра до самых высоких нот драматического сопрано и свисткового регистра. Диапазон уникальный, которого нет ни у кого на этой планете. И насколько он легко владеет этим инструментом. И мы видим, как он развивается, как он растет. И нет никаких сомнений, что Димаш – это явление в музыкальном мире, в мировой музыке. И мы с вами являемся свидетелями возрождения высокой музыки. Потому что была определенная стагнация, был определенный спад, и сейчас этот стиль возвращает нам настоящую музыку, настоящие песни, настоящее искусство. И, возможно, мы являемся свидетелями зарождения чего-то нового, какого-то нового стиля. Димаш растет и развивается, и я думаю, что он нам с вами подарит еще не одно музыкальное чудо.